Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам свою многострадальную орхидею алабастер. И мы ее сегодня пересадим. Но сначала техническая информация. Под видео оставляю ссылки на свой канал в ВКонтакте и на канал Яндекс.Дзен. Пожалуйста, проходите, подписывайтесь, чтобы не потеряться. Итак, об орхидее алабастер. Куплена она была в прошлом году, в феврале. И так получилось, что у нее начала подгнивать шея. Я не раз ее показывала. Вот здесь появились почернения. И мне просто пришлось намазать ее Максимом. Было много листьев, но они пожелтели и пожелтели от шеи, поэтому я их убрала. И из старых остался вот этот старый лист и вот этот. Видите, загнутый, видимо, от применения гормонов и стероидов. И на этом листе черные пятна. Черные пятна обработаны фитолавином, разрастаться не стали. Орхидея изначально растила корни. Вот видно здесь, что были новые корни. Потом все эти корни закуклились, потому что появилось почернение. И я целый год ждала, что же будет дальше происходить. После того, как намазала Максимом, чернота исчезла, но появилась мягкость на стволе, поэтому следующая обработка была фундазолом. И вот вместе с Максимом получился такой розовый цвет фундазола и Максима. Сейчас буду промывать, все это смою. И целый год я ждала, что же будет с этой орхидеей. Но при том, что я ее и обрабатывала, и переставала на корни растить, она доращивала свой цветонос, пробуждала почки и цвела весь год. И вот только-только закончилось цветение, и сразу пошли расти корни от шеи. Вот больше года я этого ждала. Вот эти новые корни от шеи. Их появилось 4. Один ушел корень в грунт. Здесь появились новые корни. И старые корни начали прорастать и подрастать. Здесь видно, вот здесь еще где-то есть, появился корешок новый. Я считаю, что вот на данный момент ее нужно пересадить. Ждать еще корней можем и не дождаться. Скорее всего, вот этот лист надо убрать для того, чтобы все корни попали в грунт. Сейчас мы ее разберем, посмотрим, что там осталось от корней за этот год, и пересадим ее на постоянное место жительства. Горшок не поливала давно, сухой, но постараюсь аккуратно достать орхидею, не повредив корни. Все быстро. Уберем старый грунт. Вот и старые корешки начали прорастать в горшке. Грунт спрессованный. И торфяной стакан. Ну как же без него? Так. Вот он, торфяной стакан. Посмотрим, какие корни в торфяном стакане.
Надо ли их убирать? Думаю, что надо. Давайте сначала его уберем, а потом будем решать, убирать или нет. Торфяной стакан практически сухой. Поэтому так сложно и убирается. Если был влажный, можно было бы убрать значительно быстрее. Ну и так справимся. Да, в торфяном стакане остались ниточки от корней, остались тяжи, которые отваливаются вместе со стаканчиком. Ну вот появились и гнилые корни. Ну ничего страшного. Сколько могла, я убрала и торфяной стакан, и грунт. И так как грунт сухой, отрывать кору от корней не имеет смысла. Нужно или размочить в какой-то емкости, или, как я это всегда делаю, промываю корни под проточной водой. Когда кора намокает, она легко отделяется от корней. Поэтому я пойду промывать, а ссылочку на видео, как я это делаю под проточной водой, я оставлю в правом верхнем углу экрана. А потом посмотрим, какие у нас корни останутся. И что нам нужно будет убирать, а что мы оставим для посадки. К вопросу, где коты. Ну вот, отвернулась. Сёма. И Дема. Ты сегодня самый активный. Ты все-таки пришел? Я думал, ты не придешь. Ну хорошо. Тогда ложись. Ложись и не мешай. Я думал, ты на стол ляжешь, все-таки ты тяжелый. Ну, жди. Сейчас Лена придет. Она обрадуется. Вот молодец. И лапки сложил. Ну все, жди. Правильно, ждать долго, лучше поспать. Пришлось потрудиться целых полчаса для того, чтобы убрать кору с корней. Сильно присохла и практически не хотела смываться с корней. Но то, что сильно прирастает к корням, я не убираю. Остальное стараюсь убрать. Давайте посмотрим и удалим гнилые корни.
гнилые кончики корней мы просто обрезаем до живого. Много разных корешков, с которых снялся совсем веламин. Это я тоже все поубираю. Давайте быстренько это все делать. Есть спорные корни. Казалось бы, здесь начался рост корней. А там корень остался весь гнилой. Если его поместить в горшок, не факт, что вот эти корни начнут прорастать, а остальная часть корня начнет разлагаться. И это будет питание для подор. Поэтому такой корень я тоже убираю. Обрезаю все сухие концы у корней. Мне казалось, что очень много. Получилось не очень много. Давайте еще внимательно рассмотрю. А вот и все. Это орхидея, которая провела целый год и с торфяным стаканом, и в покупном грунте. Но не так много корней у нее оказалось гнилых. На основании орхидеи есть остатки торфяного стакана. Вот их нужно обязательно убирать. Они теперь, когда я буду поливать орхидею полностью замачиванием, они, ну не полностью, конечно, может сюда и не достанет, но все равно замачиванием. Вот эти части могут способствовать подгниванию шеи. Поэтому торфяной стакан отсюда весь стараюсь убрать. И если остались чешуйки от листьев, а они, конечно же, остались, их тоже нужно убрать. Так, и вот теперь, что касается вот этого листа и еще старых сухих цветоносов. Вот старые сухие цветоносы, причем их два. Давайте покажу. Вот один, который очень глубоко будет находиться в горшке. Вот второй, который чуть выше. Сажать с ним или не сажать, конечно, нет. Они сухие, поэтому по возможности убираю полностью эти цветоносы. А этот живой цветонос пока оставлю. Даже если он будет... Ой-ой-ой, задела корешок. Даже если он будет немного присыпан в грунт, думаю, что он не начнет гнить. Но если начнет, уберу. Теперь, что касается вот этого листа. А давайте его не убирать. Корни идут с этой стороны, с этой, с разных сторон. И он пока не будет мешать. Единственное, что он получится глубоко в посадке. Но я думаю, это ненадолго, потому что видно, что он начал желтеть. Ну, пусть орхидея им еще воспользуется. То есть заберет все питательные вещества из этого листика. А потом, когда он начнет желтеть и пожелтеет полностью, отпадет сам, я его уберу. Вот в таком состоянии буду сажать орхидею. Горшок двойной, 2,4 литра. Орхидея корнями поместится полностью. И всегда рассказываю, что я немного
закручиваю орхидею в горшке для того, чтобы посадить ее поглубже. И вот как раз эта посадка поглубже. Так, еще нашла сухой кончик корня. И дает возможность убирать листья, которые орхидея отсушивает. И потом еще раз присыпать керамзитом, ну или тем грунтом, которым вы пользуетесь. Стараюсь поместить орхидею по центру горшка. Вот так. И засыпаю керамзитом. Настоящие студенты могут спать в любом шуме. Им ничего не мешает. Им это не мешает. Их это убаюкивает. Так, ну давайте проверим. Корни видно. Тут по-другому и не могло быть. Этот лист остался хорошо виден. Чуть-чуть в грунт ушел цветонос. Если это волнует, можно убрать несколько керамзитинок от основания цветоноса. Дать ему воздушный карман. Но когда этот лист пожелтеет, я его уберу и досыплю керамзит. Столько, сколько потребуется. Вот теперь можно начать удобрять орхидею. До этого момента я этого не делала. Во-первых, она была намазана Максимом, но это было больше года назад. Конечно, уже можно было бы удобрять ее, но так как она цвела, я этого не делала. Удобрение вносить в эту орхидею я буду с поливом. Через полив. Один полив с чистой водой, другой с удобрением. Самое главное, что я всегда делаю после посадки, я орхидею ставлю на то же место, где она и стояла до этого, чтобы не поменять ей освещенность и не устраивать еще один стресс для нее. Для нее пересадка тоже является стрессом. Понаблюдаем и за этой орхидеей, тем более, что она начала расти и корни, и листья. Цвела она хорошо, почти целый год. Мне очень нравится эта белая орхидея. Надеюсь на ее дальнейший хороший рост и опять обильное цветение. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.